Телевизор с технологией динамического усиления цвета, 4К разрешением, процессором AI PQ 2.0, поддержкой Dolby Audio, операционной системой Google TV, хорошим набором разъемов, отличной цветопередачей с HDR10, поддержкой голосового ассистента, Wi-Fi 5-й версии, а также данная модель имеет большое количество полезных функций для качественного отображения картинки, удобного использования самого телевизора и воспроизведения шикарнейшего звука. Обо всем этом, разумеется, можно узнать в рекламе к телевизору под названием TCL 4K HDR TV P635 на 55 дюймов. Но мы в курсе, да, что TCL сама производит матрицы и продает, притом многим техногигантам. А как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной коробке. Упаковано все надежно и в целом, несмотря на габариты устройства и коробки, распаковать его в две руки возможно, но неудобно, лучше вдвоем. На коробке есть основные фишки, перечень поддерживаемых сервисов и краткая характеристика. В комплекте мы имеем две стандартные ножки с 4 болтами, съемный кабель питания, за что плюс. Ненавижу, когда они несъемные. Я считаю, что это прямо конкретная проблема иногда. Bluetooth пульт дистанционного управления, батарейки, переходник и краткое руководство. Телевизор зафиксирован в пенопласт, разумеется. Установить ножки не составит никакого труда, нужна только отвертка, ну или шуруповерт, кому лень самому крутить. Отмечу, что на нем просто море защитной пленки, что очень даже хорошо, учитывая, что это телевизор. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мембендов 6 серии, просто за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия других конкурсов, которых под конец месяца бывает много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться, в описании есть телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок. Там только интересные предложения и промокоды не только на Али, но и на другие крупные площадки, которым лично я доверяю. А я доверяю не всем, потому что покупаю сам. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к телевизору. Дизайн устройства хороший, выглядит телевизор по мне совсем неплохо. Хотя они в принципе сейчас все практически хорошо выглядят. Материалы качественные, как и сборка. Ничего не скрипит, не люфтит. С другой стороны, в руках вы его вертеть не будете, как смартфон. Не насчет скрипов я согласен, что возможно это не всегда важно. Хотя всегда хочется, чтобы все было собрано хорошо. Задняя панель телевизора из пластмассы, разумеется. Размеры телевизора 122 на 76 сантиметров. Вместе с подставкой глубина составляет 26 сантиметров. Вот это уже актуально, согласитесь. Вес без упаковки 10 килограмм. Рамки небольшие и выполнены они из металла в 1,3 мм. Рамки у матрицы также есть около 5 мм. На нижней части расположили пластмассовую вставку в 12 мм с названием производителя, многофункциональную кнопку питания и управления, 2 стереодинамика по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio. Звучание приятное, но я бы все равно прикупил к нему отдельно аудиосистему, благо они стоят вообще копейки, несмотря на личные предпочтения. В целом звучат динамики хорошо, но повторяюсь, лучше купить колонки. Ко всему имеются различные предустановки, настройки звука, режим авторегулировки громкости во избежание резких перепадов громкости и поддержка передачи звука по Bluetooth. К слову, про колонки. Есть топ-10 беспроводных колонок на канале, обязательно посмотрите. Вообще топов у меня уже больше 100 штук. Блок питания у телевизора встроенный, и напомню, что кабель съемный, это очень удобно. Потребляемая мощность максимум 125 Вт, из интерфейсов есть один USB разъем, интернет-разъем RG45, 3 HDMI, оптический разъем, аудиоразъем на 3,5 мм, аналоговый вход, разъем для антенны RF, прорезь для CAM-модуля. Пульт ДУ имеет встроенный микрофон, кнопку перехода и быстрые панели. Кнопка для быстрого перехода к Иви, TCL Channel, Okko, Кинопоиск, Guard и Media, а также кнопку вызова голосового ассистента, чем в принципе я во всех телевизорах, кстати, пользуюсь. Пульт меня порадовал, он прямо отличный по качеству и по функционалу. Также отмечу, что имеется кнопка для быстрого добавления фильма к списку просмотра. Далее экран LCD с диагональю в 55 дюймов с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Ультра HD. Битность 8 бит плюс FRC. Подсветка Direct LED. Коэффициент контрастности 5000 к 1. Угол обзора по вертикали и по горизонтали 178 градусов. Частота обновления экрана 60 Гц. HDR10 поддерживается, но не HDR10+. Процессор установлен AIP Q второго поколения с 4 ядрами. Оперативной памяти 2 ГБ. Встроенной памяти, если округлить, до 9 ГБ. Операционная система Google TV на базе Android, разумеется. Устанавливать различные приложения можно, в этом и есть прелесть Android TV. Телевизор поддерживает Wi-Fi 5 версии на 2,4 ГГц и на 5 ГГц, разумеется. Bluetooth
Bluetooth версии 5.0, не особо свежий, но и не самый ужасный. Данная модель имеет встроенный Google Assistant, также совместимый с Alexa, кому нужно. Режим EARC на борту. Есть функция PVR для записи экрана, для этого необходимо подключить флешку. Очень удобная функция — это Time Shift для возможности перематывать или ставить на паузу трансляцию. Для работы этой функции также нужна флешка. Из интересного также есть микродимминг для улучшения качества картинки, и работает данная технология по мне отлично на практике. Также на смартфон можно установить приложение TCL Home, в нем можно воспользоваться виртуальным пультом, только есть небольшая задержка. А вот приложение Magic Connect работает куда лучше, и функционала в нем больше. Также можно использовать виртуальный пульт, транслировать картинку, к примеру, со смартфона на телевизор, передавать видеоконтент на телевизор, сделать скриншоты, ну и все подобное. При первичном подключении необходимо провести стандартную настройку Android TV. Мне сразу же прилетело обновление, что хорошо. Также необходимо залогиниться и создать новый аккаунт TCL. На стартовой странице отображаются приложения и подборки фильмов из разных онлайн-кинотеатров. Интерфейс стандартный для Android TV, разумеется, есть ручная или автоматическая настройка каналов. Все более чем стандартно для подобного устройства. Функционала и различных настроек достаточно. Но меня больше всего изначально интересует цветопередача и сама работа устройства, конечно же. Подсветка хорошая, явных засветов я не обнаружил, что радует. Черный является черным. Предустановок для изображения в стоке достаточно. Если говорить о стоковой картинке, как по мне, яркости хватает, как и четкости. Цвета насыщенные и контрастные, ко всему лично для меня стоковая передача подошла. Хотя я и немного все-таки подкрутил настройки изображения, что и вам советую сделать, так как можно добиться шикарного результата именно под себя. Картинка не дерганая, фильмы, сериалы, мультики, видео на YouTube и других сервисах воспроизводятся отлично. За время моего тестирования телевизор сильно не подвисал, что хорошо, были иногда долгие подгрузки приложений, и в целом все, на данный момент он работает, притом хорошо. И я думаю, минимум года 2 отработает легко, если не все 10. Для игр, а точнее для подключения к телевизору игровой приставки, имеется игровой режим, который уменьшает скорость отклика. И да, в целом данную модель можно использовать для игровых приставок. К примеру, я подключил пятую Соньку и проблем каких-то не обнаружил. Зарубиться компанией в гонке или что-то подобное не составит труда. Но помним, что под Соньку пятую нужна другая герцовка, и, конечно же, у меня есть телевизор специально под Соньку. Если вы решите разориться на приставку, телевизор надо брать пободрее. Минусы: один USB разъем, а обновление экрана только 60 Гц, это возвращаясь к приставкам. Далее звучание хотелось бы, разумеется, получше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрим в моем телеграм-канале. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромнейшее вам спасибо, вы помогаете проекту. Если еще и репост чего-либо сделаете, 2 раза спасибо. К слову, на лайв-канале я возобновил инструкции, как выбрать смартфон, далее будет как выбрать пылесос, наушники, часы, без представления конкретных моделей, как я делаю в топе, а примерно так же, как я делаю на стримах. Стримы в записи можете посмотреть на канале, но не по 3 часа, а по полчаса. Так что, если есть новички, либо бывалые, кому интересно мое мнение, милости прошу, польза NetLife. По ссылке в описании будет первый ролик про смартфоны. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 82 тысячи человек, и чувствую, скоро будет 83. Резюмирую, телевизор TCL P635 на 55 дюймов со своими характеристиками лично мне показался достойным кандидатом для покупки нового Smart TV. TCL за небольшую цену предлагает отличные телевизоры. Да, я понимаю, что модель не новая, она не вчера вышла, с одной стороны, с другой стороны, но, друзья, это телевизоры, это не смартфоны, их реально можно менять раз в 10 лет, если не реже. P635 показал себя по мне хорошо, плюс огромный за пульт, поддержку голосового ассистента, Wi-Fi 5 версии, хорошую производительность, отличную цветопередачу и полезные функции. Подписывайтесь на канал с колоколом, еще раз огромное спасибо за просмотр, девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.